Приветствую! Луна. Такая знакомая и в то же время таинственная. Одних вдохновляет, других настораживает, а третьи вообще к ней безразличны, пока не заглянут в окуляр телескопа. Вид лунной поверхности нам кажется очень странным. Возникает много вопросов, однако стоит отметить, что так же, как уже хорошо изучена Земля и ее недра, так и геология Луны нам во многом раскрыла свои тайны. На многие вопросы мы с вами находим ответы вместе. Это прекрасно, что много людей задумываются о природе небесных тел, об окружающем мире. Сегодня мы вспомним интересные факты о Луне, а также для тех, кто интересуется астрофотографией, техникой, телескопами и камерами, это видео будет как бы один из примеров съемки специальной камерой, установленной в телескоп, и примерами обработки снимков. У меня в наличии имеется несколько астрономических камер, каждая имеет свои преимущества и недостатки. Сегодня я хочу поделиться с вами видео Луны, которое я заснял с помощью бюджетной астрономической камеры SV205. Ее особенности – съемка в 4К и возможность подключения к смартфону для записи в него видео. Запись и фото видео в смартфон – это большое преимущество, то есть не только в компьютер, как многие астрономические камеры. При съемке также можно понизить разрешение, тогда количество кадров в секунду увеличивается. Поэтому в этом видео будут примеры 4К и Full HD. У этой камеры есть цветное виньетирование. Чтобы оно не мешало, я производил съемку Луны в черно-белом режиме. Кому нравится желтая Луна, будет желтая Луна. Съемка велась через телескоп с оптической системой Шмидта-Кассигрена Целестрон C8A с апертурой 203 мм и фокусным расстоянием 2030 мм. Монтировка EQ5 с моторами. Что касаемо цвета, то учитывая, что различие в цвете лунной поверхности не очень заметно, и заметно только при очень сильном усилении и определенной обработке снимков, то в черно-белом изображении Луны нет ничего страшного. Если вам приятнее смотреть на Луну, как она видна в окуляре телескопа, то без проблем можно сместить баланс белого в желто-коричневую сторону. В конце видео покажу, как обрабатываю видео и получаю более четкие изображения. Но я всегда экспериментирую с программами и настройками. На YouTube вы можете найти много видеоинструкций, как обрабатывать астрономические фото и видео, съемки Луны, планет, звезд. В этом видео съемки двух разных ночей. Во вторую ночь атмосфера была уже не такой спокойной. Турбулентность атмосферы была приличная. Поэтому, если вам повезет с погодой, вы можете получить более четкие снимки с таким оборудованием. Кроме того, в этот раз я фокусировался на глаз, без маски Бахтинова. Но очень сложно попасть точно в фокус, глядя на экран ноутбука или тем более смартфона. Вспомним немного историй. В 1635 году Галилео Галилей с помощью самостоятельно сконструированного телескопа обнаружил на Луне горы и кратеры. В
1651 году астроном Риччолли составил первую лунную карту. Темные области лунной поверхности были названы морями. В те времена полагали, что погода на Луне схожа с земной, поэтому предполагалось, что темные участки заполнены водой, а светлые являются сушей. Но в 1753 году астроном Башкович доказал, что Луна не имеет атмосферы, а в отсутствии атмосферы на поверхности Луны не может быть жидкой воды, так как она мгновенно бы испарилась. Однако с 1960-х годов существует и доказана гипотеза о том, что водяной лед сохраняется в кратерах на полюсах Луны, куда не могут проникать лучи Солнца, или он залегает на большой глубине. Этот лед может обеспечить водой первых колонистов на Луне. Примерно в 40 кратерах в районе северного полюса Луны уже найдено присутствие водяного льда. Есть лед и на южном полюсе Луны. На Луне сильные перепады температуры поверхности на освещенных и неосвещенных Солнцем участках. Самая низкая температура на Луне – минус 173 градуса по Цельсию. По другим данным, минус 190. Самая высокая – плюс 127. В 2009 году японский зонд Кагуя смог обнаружить отверстие в поверхности Луны, расположенное недалеко от вулканического плато холмы Мариуса, предположительно ведущее в тоннель под поверхностью. Диаметр отверстия составляет около 65 метров, а глубина предположительно 80 метров. Исследователи уверены, что подобные тоннели сформированы путем затвердевания потоков расплавленной лавы в период вулканической активности на Луне. Подтверждением этой теории является наличие извилистых борозд на поверхности спутника. Подобные тоннели могут послужить для колонизации благодаря защите от солнечной радиации и замкнутости пространства, в котором проще поддерживать условия жизнеобеспечения.
телескоп Celestron C8, 200 мм апертура, монтировка EQ5, камера ISO 205 с линзой Barlow двухкратной и удлинителем. Часовое ведение EQ Star Pro. И вот как я расположился. Два смартфона. На одном смартфоне у меня управление, на втором смартфоне у меня изображение и возможность записи. То есть кабель с камеры заходит в смартфон. И вот я имею возможность вот таким образом управлять. В программе бесплатной USB-CAM с Play Market имею возможность менять настройки. Экспозиция, чувствительность и так далее. И, что важно, имею возможность менять разрешение. При большем разрешении меньше кадров в секунду. И также есть вариант с большим количеством кадров в секунду, но сжатый. И uncompressed, не сжатый вариант. Также в программе можно настроить битрейт, увеличить битрейт, то есть огромное количество настроек. Вот так наблюдаю, а потом записанные ролики таким образом еще на компьютере можно обработать, свести в кадры.
Единственное, с чем мне не удалось пока справиться при съемке этой камерой, так это то, что на изображении при близком рассмотрении видны резкие переходы в градиенте света, как бы ступеньками. Это незаметно, если смотреть на фотографию в небольшом размере, например, при публикации в соцсетях, на сайтах, при просмотре в небольшом размере. Но видно, если изучить снимок приближая. Эти полоски не видны сразу после съемки. Они проявляются, когда к снимку применяешь вейвлеты в программе Registax или в фотошопе усиление резкости, то есть для повышения четкости и детализированности снимков. Эта камера отлично подойдет для тех, кто хочет учиться астрофотографии, но не готов покупать дорогие камеры, а также носить и возить за телескопом еще и ноутбук или компьютер. Эта камера может записывать видео в смартфон, как я упоминал ранее.
В следующих видео мы с вами обязательно поговорим о кратковременных лунных явлениях и о природе лунных кратеров. Смотрите видео на канале, подписывайтесь на новые. Всем удачи и ясного неба!